Добрый вечер. Сегодня мы тихо поговорим о человеке, чье имя до сих пор звучит, как далекий гром канонады. О человеке, которого одни до сих пор называют гением, другие — тираном, а третьи просто молча качают головой, понимая, что таких, как он, история рождает крайне редко. Его звали Наполеон Бонапарт. Он был корсиканцем, с острова, который совсем недавно и с трудом подчинился французской власти. Он не был любимцем парижской аристократии, не принадлежал к старым великим родам, говорил с заметным простонародным корсиканским акцентом. Он плохо вписывался, раздражал и казался чужим среди своих. И тем не менее, именно этот человек пройдет путь от бедного молодого офицера до императора Франции, перерисует карту Европы и заставит дрожать королей, маршируя армией через весь континент. Сегодня мы спокойно и не спеша пройдем с ним весь этот длинный путь. От тихого детства на Корсике до императорской короны, от первых побед до снегов России и от триумфа до одиночества на далеком острове Святой Елены. Устраивайся поудобнее, сделай свет чуть тише и давай медленно перенесемся в XVIII век, в мир, где монархии еще кажутся вечными, где Европа выглядит неподвижной и спокойной, и где уже совсем скоро появится человек, который перевернет все это с ног на голову. Аяччо, 1769 год. 15 августа в 9 часов утра в небольшом каменном доме на улице Мулет родился Наполеон Бонапарт. Он был очень легким, всего 4 фунта, около 1,5 килограммов. Его назвали Наполеоном, редкое имя, в честь дяди, погибшего в бою за независимость острова, которая закончилась всего за 3 месяца до его рождения. Маленький каменный дом, 4 комнаты, кухня, небольшой сад с апельсиновым деревом. Семья Бонапартов – небогатое, но древнее корсиканское дворянство. 9 детей, 5 из которых доживут до взрослого возраста. Наполеон – второй сын после Жозефа, родившегося в 1768 году. Корсика была особой землей, горной, суровой и гордой, островом, где люди умели долго помнить обиды и еще дольше поражения. Паскаль Паоли, лидер корсиканского сопротивления, боролся против французского завоевания до последнего. Франция купила остров у Генуи в 1764 году, но подчинила его только в 1769 году, всего за 3 месяца до рождения Наполеона. Для Парижа это было просто политическое приобретение, а для многих корсиканцев – утрата свободы. Отец, Карло Бонапарт, был практичным и честолюбивым человеком. Он присягнул Франции, получил должность асессора, оценщика виноградников, вступил в масонскую ложу и добился для детей возможности учиться за счет короля. В 9 лет, в 1779 году, Наполеон покинул остров. Для него это стало почти насильственным переселением в чужой мир. Другой язык, другие манеры, другие правила. И самое главное, другие люди, которые с первого взгляда чувствовали, он не свой. Во французских военных школах, сначала в Бриенне с 1779 по 1784 год, а потом в Париже, Наполеон столкнулся с тем, что потом будет сопровождать его долгие годы, с презрением, насмешками и холодной отстраненностью. Высокие серые стены, холодные коридоры, запах мокрой шерсти, чернил и старого дерева. Бриен, 120 километров от Парижа, около 200 учеников, в основном сыновья мелкого дворянства. Он был одним из 4 иностранцев. Его дразнили маленьким корсиканцем, подлым итальянцем, смеялись над его акцентом, над тем, как он произносит слова, над его грубой корсиканской гордостью. Он отвечал драками, худой, жилистый, вспыльчивый мальчик, который не умел и не хотел просить пощады. Однажды его заперли в темной каморке на 5 дней за очередную драку с сыном графа. В этой холодной темноте он сидел молча, сжав кулаки, и думал о Корсике, о горах, о море, о доме, который уже казался таким далеким. Но именно в эти годы в нем начала формироваться та внутренняя жесткость, которая позже станет легендарной. Пока другие дети искали одобрения учителей и товарищей, он учился обходиться без него. Он много читал,
иногда по 6-8 часов в день, если позволяло время. Цезарь, Александр Македонский, Плиний, Плутарх. Книги стали его настоящими друзьями. Он любил порядок мысли, любил логику, любил математику. Артиллерия с ее холодным расчетом и строгой дисциплиной подходила ему почти идеально. Он закончил Бриен за 5 лет вместо 6, экстерном. В 1784 году, в 15 лет, он поступил в Парижское военное училище в Версале. Закончил за год вместо 2, с 42-м местом из 58. Не блестяще, но быстро. В сентябре 1785 года, в 16 лет, получил звание младшего лейтенанта. Назначение – полк Лафер, гарнизон Валанс, провинция Дофине. Жалование – 1125 ливров в год. Из них 900 уходили на содержание старшего брата Жозефа, который учился в Париже. Остальное – на еду, жилье, книги. Он жил в квартале ремесленников, ел раз в день, купил за 40 ливров фортепиано, которого так и не научился играть. Вел дневник, сохранились 22 страницы. Я всегда отличаю людей, имеющих дух, от тех, кто его не имеет. Запись от марта 1786 года. Я вижу себя в будущем великим человеком. Я чувствую это внутри. По вечерам, когда другие кадеты собирались вместе, смеялись и рассказывали истории, он сидел в своей маленькой комнате при свече и читал. В эти минуты он особенно остро чувствовал, насколько он чужой в этом мире. Уже тогда в нем были заметны черты, которые потом станут легендарными. Молчаливая амбиция и нежелание растворяться в толпе. Он не был рожден любимцем общества, но он очень рано начал ощущать себя человеком судьбы. Когда Наполеон был еще совсем молодым офицером, Франция уже стояла на самом краю пропасти. Старая монархия трещала по всем швам. В воздухе чувствовалась тревога, финансовый кризис, огромное неравенство, политическая слепота двора и растущее недовольство простых людей. В маленьких гарнизонных городках, где он служил, по вечерам солдаты тихо переговаривались, а в Париже уже начинали шептаться о переменах. 14 июля 1789 года произошло взятие Бастилии. Наполеон в то время находился в гарнизоне Оссена, в 300 километрах от столицы, и узнал о событиях только через 3 недели. В первом письме брату Жозефу он написал: «Началась революция. Я не знаю, что это значит для нас. Но старый порядок мертв. Это шанс для тех, кто умеет думать. Революция ломала старую систему, где происхождение значило почти все. Многие аристократы начали поспешно бежать из страны. Армия стремительно теряла офицеров. Из 9000 офицеров королевской армии к 1792 году осталось всего 3000. Франции срочно нужны были способные люди, независимо от их происхождения. Наполеон не был великим оратором и не был философом. Он был человеком действия, а в эпохе хаоса такие люди, как он, растут особенно быстро. В июне 1792 года, в 22 года, он получил звание капитана и назначение в полк на Корсике. Он вернулся на родной остров уже не как мальчик, а как французский офицер. Там он столкнулся с новой горькой реальностью. Революция разделила Корсику надвое. Паскаль Паоли вернулся из долгого изгнания и стал лидером автономистов, а семья Бонапартов осталась верна республике. В апреле 1793 года, после кровавых столкновений в Аяччо, Бонапарты были вынуждены бежать с острова навсегда. Наполеон больше никогда не увидел свою родную Корсику. Он прибыл в Тулон в июне 1793 года. В августе город восстал против революционного правительства, и в гавань вошел мощный английский флот под командованием адмирала Худа, 17 тысяч солдат и 41 корабль. Тулон был главной военно-морской базой Франции на Средиземном море. Осада началась в сентябре. Командующие менялись один за другим. 4 генерала за 2 месяца. В октябре капитан Бонапарт, которому было всего 24 года, был назначен начальником артиллерии и предложил четкий дерзкий план – занять высоту Эгильет, мыс, который полностью контролировал вход в гавань. С этой высоты можно было обстреливать английские корабли.
План сначала отвергли как слишком рискованный, но он настоял через начальника штаба, через представителя конвента. 15 декабря высота была занята. 17 декабря начался артиллерийский обстрел. 18 декабря англичане спешно эвакуировали флот. 19 декабря Тулон капитулировал. Французы потеряли около 2000 человек, но важнейший порт был взят. Наполеон получил звание бригадного генерала в 24 года, с прыжком сразу через 2 звания, и первую настоящую репутацию человека, который умеет выигрывать там, где другие колеблются. Но революция была опасным местом даже для самых талантливых. В феврале 1794 года Робеспьер, который покровительствовал семье Бонапартов, отправил его в Италию инспектором артиллерии. В июле Робеспьер был казнен. После Термидорианского переворота Наполеон сам оказался под подозрением из-за связи с павшим тираном и своего корсиканского происхождения. В августе его арестовали и продержали 10 дней в крепости, после чего отпустили за недостатком улик. Именно тогда он понял одну важную и жестокую вещь. В мире революции побеждает не тот, кто просто прав, а тот, кто вовремя чувствует, куда движется сила. Это знание было тяжелым, но именно оно подготовило его к гораздо более крупной роли. 5 октября 1795 года, 13 Вандемьера года 4 по республиканскому календарю. Париж. Конвент, революционное правительство, оказался под серьезной угрозой. Роялисты собрали около 25 тысяч человек. Центр города был перекрыт баррикадами, а у правительства было всего 5 тысяч солдат. Многие командиры колебались или даже тайно сочувствовали роялистам. Наполеону было 26 лет. У него не было формального права командовать, он был лишь начальником отдела в комитете. Но представитель конвента Барра, который хорошо помнил его по Тулону, поручил ему оборону столицы. В ту ночь Париж не спал. В воздухе пахло порохом и страхом. В 6 утра Наполеон разместил артиллерию, 40 орудий, из которых 18 были в рабочем состоянии, в ключевых точках у церкви Сен-Рош, на перекрестке улиц Сен-Аноре и Монтаргис, у ворот Лувра. В 14 часов роялисты пошли в атаку. В 14:30 он приказал открыть огонь картечью. Погибло около 300 человек. К 17 часам восстание было полностью подавлено. Правительство было спасено. Конвент присвоил ему звание генерала дивизии. В 26 лет он стал одним из самых молодых генералов в истории Франции. После этого дня улицы Парижа стихли. Наступила тяжелая тишина, в которой слышно было только эхо шагов часовых и далекий звон колоколов. Наполеон стал фигурой, человеком, который умеет наводить порядок в самый критический момент, человеком, который ясно видит структуру конфликта и действует без колебаний. В марте 1796 года последовало назначение, которое изменило все – командование итальянской армией. Армия была плохо снабжена, уставшая, деморализованная. Солдаты не доедали, офицеры уже не верили, что на этом фронте можно добиться чего-то великого. И вот к этим людям пришел молодой генерал, худой, нервный, не особенно внушительный внешне, но с глазами человека, который уже видел победу там, где остальные видели только грязь, голод и усталость. В марте 1796 года Наполеон получил назначение, которое изменило всю его жизнь – командование итальянской армией. На бумаге армия насчитывала 63 тысячи человек, но по факту в строю было всего 37 400 боеспособных солдат. Жалования не платили уже 78 дней. Солдаты ели по 200 граммов хлеба в сутки, когда вообще получали еду. В последнем отчете прежнего командующего было написано коротко и горько: армия существует теоретически. Когда Наполеон прибыл в Ниццу 27 марта 1796 года, солдаты смотрели на него с недоверием. Молодой генерал в сером сюртуке, без эполет, худой, с волосами, которые он привычно закидывал назад левой рукой, говорил тихо и с заметным акцентом. Генералы Массена, 48 лет, Серюрья, 51 год, и Ажера, 43 года.
Опытные ветераны Семилетней войны переглядывались. Массена позже вспоминал: «Мы думали, этот мальчик будет нас учить войне». Но мальчик не стал их учить. На первом военном совете вечером того же дня он просто спросил: «Сколько пороха?» «На 3 дня». «Сколько провианта?» «На 5 дней». «Хорошо. Значит, у нас есть 5 дней, чтобы взять провиант у врага». На следующее утро он собрал всю армию. Не было трибуны, не было оркестра. Он встал на перевернутый ящик и говорил около 10 минут. Его слова были простыми и жесткими. «У вас нет хлеба, у вас нет обуви. Впереди Италия. Там есть и хлеб, и золото, и слава. Я веду вас туда. Кто идет со мной, будет есть. Кто отстанет, останется голодным». Кто-то рассмеялся, кто-то крикнул: «А ты сам-то ел сегодня, генерал?» Нет. Он ответил спокойно: «И «Нет, и не буду, пока не разделю с вами первый привал». Это была ложь, он поел утром. Но эта ложь сработала. Солдаты почувствовали в нем человека, который готов делить с ними все. 11 апреля 1796 года в 5 утра произошло первое крупное сражение при Монтеноте. Австрийский генерал Болье с 25 тысячами человек двигался на соединение с сардинцами. Наполеон ударил по нему раньше, чем они успели объединиться. В 6:30 12 орудий, которые он сам лично разместил, открыли огонь. В 7 часов пехота пошла в штыковую атаку. К 10 часам Болье отступил, потеряв 3000 пленных и 20 орудий. Французские потери составили 800 человек. Вечером того же дня он написал Жозефине: «Монтенотте, 11 апреля, 11 вечера. Только что вернулся с поля боя. Первая кровь пролита. Я цел. Думаю о твоих глазах. Напиши мне хоть одно слово». Они поженились всего за 2 месяца до этого, 9 марта 1796 года. Она была вдовой 32 лет с 2 детьми, креолкой с Мартиники, бывшей любовницей директоров. Он был 26-летним офицером, без опыта и без денег. Она принесла ему светскость и полезные связи. Он принес ей страсть, ревность и постоянство. С ее стороны его было значительно меньше. Дальше кампания развивалась стремительно. Каждые 3-4 дня новое сражение. 12 апреля – Милезима, 15 апреля – Дега, 21 апреля – Мандови. 28 апреля Сардиния капитулировала, но настоящим моментом рождения легенды стал 10 мая 1796 года, битва при Лоде. Река Адда, мост длиной 73 метра. На том берегу 9,5 тысяч австрийцев и 14 пушек. У французов 5000 пехоты. Артиллерия еще не подтянулась. В 18 часов Наполеон собрал командиров. Генерал Монтескио возразил: «Мост — это убийство». Он ответил: «Я посчитал, пушка перезаряжается 23 секунды. За это время бегущий человек проходит 45 метров. Мост — 73 метра. 2 залпа. Мы потеряем треть. 2/3 пройдут. Этого достаточно». В 18:30 колонна двинулась. Он сам встал в 3-й шеренге, слева от знаменосца. Первый залп раздался через 15 секунд. Десятки упали, второй — через 38 секунд. Но он шел вперед, не оглядываясь. Через 46 секунд гренадеры ворвались на площадь. Австрийцы отступили. Потери составили 350 убитых и 600 раненых. Мост был взят. Вечером солдаты придумали ему прозвище «Маленький капрал», потому что он шел как рядовой и ростом был всего 168 сантиметров. 15 мая – торжественный вход в Милан, 120 тысяч жителей. Он ехал на белом коне в том же сером сюртуке. Сначала народ молчал, потом начал аплодировать. Вечером в герцогском дворце он написал прокламацию: «Народ Ломбардии, французская армия пришла разбить ваших тиранов. Мы оставляем вам свободу, но свобода требует порядка». На следующий день он учредил Цезальпинскую республику, сам написал конституцию и установил налог в 20 миллионов ливров в год. В казарме на Корсо он снова писал Жозефине: «Милан, 16 мая. Я в городе, где все говорят о красоте женщин. Я вижу только тебя. Пришли мне письмо. Хоть одно слово». Она отвечала редко, иногда через 10 дней, про погоду и новое платье. Он писал каждый день. Арколе, 17 ноября.
Завтра битва. Я не могу спать, не обняв тебя мысленно. Верона, 3 декабря. Ты изменила мне, скажи правду. Я все прощу, только скажи. Мантуя, 27 января. Вчера взял город. Думал о твоих черных волосах. Кампания продолжалась. Июнь — Кастильоне, август — Ланата и Равере, сентябрь — Бассана. Каждый раз он заставлял противника двигаться быстрее, чем тот успевал думать. Австрийский генерал Вюрмзер, которому было 72 года, писал в Вену: «Этот человек не спит, он появляется там, где мы его не ждем. Это не война, которую я учил». От 14 до 15 января 1797 года револт. 28 тысяч австрийцев против 20 тысяч французов. Бонапарт держал резерв в 5000 человек до 11 утра, хотя левый фланг уже отступал. В 11:30 он бросил резерв в контратаку. К 16 часам поле полностью принадлежало французам. 14 тысяч пленных, 11 знамен. 2 февраля Мантуя капитулировала. Северная Италия стала французской. За всю кампанию было взято 80 тысяч пленных, 170 орудий и 300 знамен. 18 апреля 1797 года он заключил мир в Леобине, самостоятельно, без разрешения директории. Австрия уступила Бельгию, признала республику на левом берегу Рейна и отдала Миланское герцогство. К июню 1797 года армия насчитывала 62 тысячи человек. Дисциплина была железной, жалования платили вовремя. В казне лежало 52 миллиона франков золотом. В обозе 300 картин, среди которых «Тайная вечеря» да Винчи, «Обручение Марии» Рафаэля и «Мадонна дель Грандука». Директория возмущалась: это грабеж. Он ответил: я завоевал 20 миллионов людей. Я имею право тратить их деньги на просвещение Франции. Ему было всего 27 лет. 5 декабря 1797 года. Триумфальное возвращение в Париж. 600 коней в свите, захваченные знамена, сундуки с золотом, 18 повозок с картинами для Лувра. Народ кричал на улицах, директория смотрела из-под лобья. Он знал, они его боятся. Ему было 28 лет, и он только начинал. После блестящей итальянской кампании Наполеон стал слишком заметной и опасной фигурой для правящих кругов директории. Он был полезен, славен и невероятно популярен, и именно поэтому его решили отправить подальше. Египет казался им удобным решением. С точки зрения стратегии это имело смысл. Франция не могла сокрушить Британию на море, но могла ударить по ее торговым путям на восток и отрезать Индию. Однако для самого Наполеона эта экспедиция была гораздо больше, чем просто военная операция. Это была сцена для великой исторической роли. Египет – страна древних цивилизаций, символ вечной славы и загадок. Туда вместе с солдатами отправились и 167 ученых – астрономы, инженеры, зоологи, художники и археологи. 19 мая 1798 года огромный флот – 13 кораблей линии, 14 фрегатов и 400 транспортов вышел из Тулона. На борту было 38 тысяч солдат и 13 тысяч моряков. Наполеон находился на флагмане «Ориент», самом большом корабле французского флота со 120 пушками. В его каюте лежали карты Египта, труды Плиния и Илиада в переводе, которую он перечитывал каждый вечер. Море было спокойным, но в воздухе уже чувствовалось напряжение предстоящей неизвестности. Мальта была взята всего за 2 дня, 12 и 13 июня. Остров рыцарей иоаннитов капитулировал почти без боя. Наполеон провел там 6 дней, упразднил рыцарский орден, учредил новую администрацию и забрал 10 миллионов ливров. После этого флот двинулся дальше. 1 июля произошла высадка в Александрии. Ночь, сильный шторм. Первая волна в 4000 человек. Мамлюки, правители Египта, совершенно не ожидали такого поворота. К 3 июля город был взят. Потери французов составили 200 человек. 21 июля состоялась битва у пирамид. Мамлюкская армия, 20 тысяч лучших всадников Востока,
столкнулась с 25 тысячами французов, выстроенных в непробиваемые каре. В 15 часов при 40-градусной жаре мамлюки пошли в яростную атаку. 3 часа длился бой с непрерывным огнем артиллерии. К 18 часам поле полностью принадлежало французам. 2000 мамлюков были убиты. Французские потери — всего 29 убитых и 260 раненых. Вечером Наполеон проехал между пирамидами, остановился. В тишине пустыни он произнес слова, которые запомнились на века. «Солдаты с этих высот 40 веков истории смотрят на вас». Это был театр. Но театр, который работал. Каир был взят 24 июля. Однако уже 1 августа 1798 года произошла катастрофа у Абу-Кира. Британский флот под командованием Нельсона атаковал французские корабли в гавани. 13 из 17 линейных кораблей были уничтожены. «Ориент» взорвался в 22 часа. Взрыв был виден даже в Каире. В 20 километрах французская армия оказалась полностью отрезанной от Франции. Наполеон отреагировал по-своему. Он не впал в отчаяние, а начал строить. Создал административную систему из 16 провинций, реформировал налоги и учредил Институт Египта. В июле 1799 года в Розетте был найден знаменитый камень, трехязычная надпись, которая спустя 23 года позволила расшифровать иероглифы. Военные дела шли хуже. Османская империя объявила войну. Наполеон решил упредить удар и пошел в поход на Сирию, чтобы захватить Акру. Февраль-март 1799 года. 13 тысяч солдат прошли 150 километров через Синайскую пустыню. Вода выдавалась по полбутылки на человека в день. 7 марта была взята Яффа. После этого произошло массовое убийство 2000 турецких солдат, сдавшихся в плен. Наполеон лично осматривал расстрелы. Затем началась осада Акры. Крепость была укреплена английскими инженерами, а командовал обороной Сидней Смит, который перехватил французскую осадную артиллерию в море. 3 штурма 28 марта, 1 апреля и 7 мая были отбиты. Потери составили 2000 убитых и 4000 больных. В мае Наполеон снял осаду и начал отступление обратно через пустыню, в жару и с болезнями. В июле уже в Каире он узнал о поражении французской армии в Италии и о новой коалиции против Франции. Он понял, Египет стал тупиком. Настоящая игра снова разворачивалась в Париже. 22 августа 1799 года он тайно покинул Египет на фрегате «Муйрон» с небольшим эскортом. Армию в 30 тысяч человек он оставил под командованием Клебера. Клебер узнал о побеге только через 2 месяца. 16 октября 1799 года Наполеон прибыл в Париж. Франция устала, революция обещала свободу, но принесла годы крови и нестабильности. Директория выглядела слабой и погрязшей в интригах. Люди хотели порядка. В 1799 году Наполеон вернулся в Париж. Франция была измотана. Революция, которая когда-то обещала свободу, равенство и братство, принесла годы крови, террора, нестабильности и непрерывных войн. Люди устали от хаоса. Они хотели порядка, спокойствия и сильной руки. В воздухе Парижа витало ощущение конца эпохи. На улицах шептались, в салонах спорили, а в правительственных коридорах плелись интриги. 9 ноября 1799 года, 18-го Брюмера, года 8-го, произошел тщательно рассчитанный политический переворот. Это был не народный взрыв на улицах и не баррикады. Это была холодная, умная операция. Главными союзниками Наполеона стали Сиес, один из директоров, Талейран, бывший министр, и Фаше, министр полиции. Ночь с 9 на 10 ноября Совет 500 собрался в Сен-Клу. Наполеон вошел в зал в сопровождении жандармов. Ораторы кричали о защите Конституции. Кто-то выкрикнул «Прочь с тираном!». Он попытался говорить, но запнулся. Тогда его брат Люсьен вызвал жандармов. К 2 часам ночи совет был разогнан. 2 директоров были арестованы, 3 подали в отставку. 10 ноября были назначены 3 консула – Сиес, Дюка и Бонапарт, первый консул.
Формально они были равны, но по факту вся власть сосредоточилась в руках Наполеона. Плебисцит показал 3 миллиона голосов «за» и всего 1567 «против». Цифры были сильно приукрашены, но суть была ясна. Франция получила нового хозяина, и он умел управлять. Уже в 1800 году вместо выборных мэров появились префекты, сильная вертикаль власти. В феврале был создан Банк Франции, что принесло долгожданную стабильность в валюте. В 1801 году был заключен конкордат с папой. Католицизм был объявлен религией большинства французов, что успокоило многих верующих. Главным достижением тех лет стал Гражданский кодекс. Работа над ним началась в 1800 году. Комиссия из 4 юристов провела 107 заседаний, на 36 из которых присутствовал сам Наполеон. Он лично настаивал на равенстве перед законом, свободе контракта и неприкосновенности частной собственности, но также закрепил, что муж является главой семьи, а развод возможен по взаимному согласию или за прелюбодеяние жены. Кодекс был принят в 1804 году и получил название «Кодекс Наполеона». Он действует во Франции до сих пор и распространился по многим странам — Бельгии, Италии, Германии, Луизиане и государствам Латинской Америки. Это был один из самых долговечных результатов его правления. Но войны не прекращались. Вторая коалиция — Австрия, Россия и Британия — снова угрожала Франции. Весной 1800 года Наполеон решил провести новую итальянскую кампанию через Альпы, через перевал Сен-Бернар. Май 1800 года. 40 тысяч человек и артиллерия прошли 266 километров через Альпы. Перевал находился на высоте 2473 метра. Снег в мае, обвалы, потери лошадей — 1500 за неделю. Но армия прошла. 2 июня Наполеон был уже в Милане. 14 июня произошла битва при Маренго. Австрийская армия под командованием Миласа насчитывала 31 тысячу человек. Французы — 28 тысяч, и они были разбросаны. Утром началось отступление и паника. Наполеон едва не попал в плен, австрийские кирасиры прорвались к его штабу. Но в 17 часов подошел резерв, дивизия Дези. Началась контратака. К 22 часам австрийцы отступили. Французы потеряли 6 тысяч человек, австрийцы — 9 тысяч. Победа была одержана. Маренго спасло новый режим. В феврале 1801 года был заключен Люневильский мир с Австрией, а в марте 1802 года Амьенский мир с Британией. Впервые за 10 лет в Европе воцарился мир. В 1802 году Наполеон стал консулом пожизненно. Плебисцит показал 3,5 миллиона голосов «за» и всего 8 тысяч «против». Он уже не был первым среди равных. Он стал главой государства до конца жизни. Но и этого ему было мало. В 1804 году Наполеон пошел дальше. 18 мая Сенат провозгласил его императором французов. Плебисцит показал 3,5 миллиона голосов «за» и всего 2500 «против». 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери состоялась коронация. Папа Пий VII специально прибыл из Рима, но Наполеон не позволил ему возложить корону на свою голову. Он сам взял тяжелую корону со столика и медленно возложил ее на себя. Затем он короновал Жозефину. Это был мощный символичный жест. Я обязан этим ни древней крови, ни рождению и ни милости предков, только себе и своей воле. В тот момент в огромном соборе стояла тишина, прерываемая только треском свечей и далеким звоном колоколов. Многие понимали, только что на их глазах закончилась одна эпоха и началась другая. Жозефина. Они поженились еще в 1796 году. Она принесла ему светскость, умение держаться в высшем обществе и полезные связи. Он принес ей страсть, ревность и постоянство. С ее стороны его было значительно меньше. Она изменяла, он прощал и мучительно ревновал.
Из походов он писал ей письма, полные огня. «Я не могу спать без тебя». Детей у них не было, и уже в 1804 году, став императором, он начал серьезно думать о династии и будущем престолонаследия. Но сначала снова была война. Третья коалиция — Австрия, Россия и Британия — собралась против Франции. В августе 1805 года Наполеон собрал огромную армию океана — 200 тысяч человек на побережье Нормандии. План был дерзким — высадка в Англию. Но флот не был готов, и адмирал Вильнёв не смог выйти из Кадиса. В сентябре Наполеон резко повернул армию на восток и нанес стремительный удар по Австрии. Австрия капитулировала всего за 6 недель. 20 октября 1805 года под Ульмом 30 тысяч австрийцев сдались без боя. Генерал Мак сложил оружие. 2 декабря 1805 года, ровно через год после коронации, под Аустерлицем в Моравии, произошла одна из самых блестящих битв в истории — битва трех императоров — Наполеона, Александра I и Франца II. Союзники выставили 85 тысяч человек, у французов было 68 тысяч. Наполеон умышленно ослабил правый фланг, создав видимость уязвимости. Александр и Кутузов решили, что французы устали, и их можно разгромить. Утром 2 декабря союзники начали массированную атаку на правый фланг. Это была тщательно подготовленная ловушка. В 9 часов утра, когда союзники сильно растянулись, Наполеон нанес мощный удар по центру. Дивизия Сульта прорвала позиции. К 13 часам началось окружение. К 16 часам битва завершилась полным разгромом союзников. Союзники потеряли 27 тысяч убитых, раненых и пленных, а также 180 орудий. Французские потери составили 9 тысяч человек. Александр бежал в Россию. Франц II запросил перемирие. Присбургский мир в декабре 1805 года заставил Австрию уступить Венецию, Тироль и Иллирию и выплатить 40 миллионов франков за содержание армии. «Вот как разбивают армию трех императоров», — сказал Наполеон после боя. Это была вершина его военного мастерства. После нее началась долгая инерция, которая в итоге приведет к падению. Но были в жизни Наполеона и моменты, когда даже его железная воля не могла ничего изменить. Его брак с Жозефиной, который он когда-то считал величайшей удачей, так и не подарил ему наследника. Годы шли, а ребенка все не было. В 1810 году он принял решение, которое далось ему невероятно тяжело. Он пришел к Жозефине и сказал ей правду. «Я не могу дать тебе ребенка, которого так ждет Франция, и которого жду я». Жозефина плакала. Наполеон тоже не смог сдержать слез. Он все еще любил ее. Но империя требовала продолжения династии. Их брак был расторгнут. Вскоре Наполеон женился на молодой австрийской принцессе Марии Луизе. Это был политический союз, призванный принести мир с Австрией. А 20 марта 1811 года у них родился сын. Наполеон был счастлив как никогда. Он назвал мальчика Наполеоном Франсуа Жозефом и дал ему титул короля римского. Теперь у него был наследник. Империя казалась прочной как никогда. Но прежде чем наступит катастрофа 1812 года, у империи Наполеона появится другая, менее заметная, но очень опасная проблема. Не одна большая битва, не одно поражение, а долгая вязкая война, которая будет медленно отнимать силы. Этой войной станет Испания. К началу XIX века Испания уже не была великой державой прошлого. Это была страна с ослабленной властью, внутренними конфликтами и уставшей армией. Король Карл IV практически не управлял страной, а реальная власть находилась в руках его фаворита Мануэля Годоя. Двор был расколот, наследник престола Фердинанд враждовал с окружением отца, и все это делало Испанию слабой, а слабость в ту эпоху редко оставалась без внимания. В 1807 году Наполеон заключил договор с Испанией и получил право провести войска через ее территорию для вторжения в Португалию, которая отказывалась соблюдать континентальную блокаду против Британии. Формально это был союз, но французские войска входили в страну и занимали города так,
будто уже были хозяевами. К весне 1808 года в Испании находилось около 80 тысяч французских солдат. И тогда Наполеон решил пойти дальше. Весной 1808 года испанская королевская семья была приглашена во французский Байон, где под давлением Карл IV и Фердинанд VII отказались от престола. Испанскую корону Наполеон передал своему брату Жозефу Бонапарту. На бумаге все выглядело просто. Еще одно королевство под контролем Франции. Но Испания оказалась совсем другой. 2 мая 1808 года в Мадриде вспыхнуло восстание. Люди вышли на улицы, начались столкновения с французскими солдатами. Восстание было подавлено уже к вечеру, а 3 мая начались массовые расстрелы. Именно с этого момента война изменилась. Это уже была не просто борьба армий, это стала борьба народа. По всей стране начали подниматься провинции – Сарагоса, Валенсия, Андалусия, Галисия. Возникали местные хунты, органы сопротивления. Крестьяне, священники, ремесленники брались за оружие. И здесь Наполеон столкнулся с тем, чего раньше почти не было в его кампаниях. Он умел выигрывать сражения, но здесь война шла не только на поле боя. 19 июля 1808 года произошло сражение при Байлине. Французский корпус генерала Дюпона оказался окружен и капитулировал. Около 18 тысяч солдат сложили оружие. Это было первое крупное поражение французской армии в открытом поле и серьезный удар по репутации Наполеона в Европе. Он ответил быстро. Осенью 1808 года он лично вошел в Испанию с армией около 200 тысяч человек, разбил испанские войска и снова занял Мадрид. Казалось, что порядок восстановлен. Но это было только внешнее спокойствие. Настоящая война только начиналась. По всей стране действовали небольшие отряды, которые нападали на обозы, уничтожали курьеров, перерезали линии снабжения и исчезали в горах. Дороги становились опасными, связь нарушалась, армия теряла контроль над территорией. Чтобы удерживать города, приходилось оставлять гарнизоны, чтобы защищать гарнизоны еще больше войск. Армия начинала распыляться. Эта война получила название герилья – «маленькая война». Но ее последствия были совсем не маленькими. В том же 1808 году в Испанию вмешалась Британия. В августе британские войска под командованием Артура Уэлсли высадились в Португалии. Французов постепенно вытеснили, и началась долгая Пиренейская война, которая продолжалась до 1813 года. Сражения следовали одно за другим, но ни одно из них не становилось окончательным. Города переходили из рук в руки, но сопротивление не прекращалось. Сам Наполеон вскоре покинул Испанию. Его снова звали Большие войны в Европе. И он оставил полуостров своим маршалам. Но именно здесь началась одна из его самых серьезных проблем. С 1808 по 1813 год Испания постоянно втягивала в себя французские силы. Сотни тысяч солдат проходили через этот фронт. Потери росли не только в боях, но и от болезней, голода и постоянных нападений. Эта война не приносила решающей победы, но постоянно отнимала ресурсы, время и людей. Позже Наполеон скажет, что Испанская война стала одной из причин его падения. И в этих словах было много правды, потому что Россия уничтожит его армию быстро и страшно. А Испания делала это медленно, день за днем, год за годом, без одной решающей катастрофы, но с постоянным истощением. Именно там стало ясно, что даже самая сильная армия не может контролировать страну, если сама страна не хочет быть покоренной. Испания не сломала Наполеона сразу, но именно там его сила впервые начала по-настоящему иссякать. — 1812 год стал началом конца Великой эпохи Наполеона. Россия перестала соблюдать континентальную блокаду и продолжила тайную торговлю с Британией.
Наполеон решил, что нужен один решительный удар, который либо заставит Александра вернуться в систему, либо окончательно сломит Россию. Великая армия, собранная им, насчитывала 685 тысяч человек. Это была самая большая армия в истории до того времени. Но только треть из них были французами, остальные — итальянцы, немцы, поляки, голландцы, австрийцы, пруссаки. Снабжение было рассчитано всего на 20 дней марша. Дальше армия должна была жить за счет захваченных территорий. 24 июня 1812 года началась переправа через Неман. За 3 дня 400 тысяч человек перешли реку. Солдаты шли молча под палящим солнцем, не подозревая, что многие из них уже никогда не вернутся домой. Русская армия под командованием Барклая де Толли, 120 тысяч человек, постоянно отступала. Она не давала генерального сражения, сжигала запасы и уходила вглубь огромного пространства. Наполеон двигался быстро. Вильна 28 июня, Минск 8 июля, Смоленск 16 августа. Но каждый шаг уводил армию все дальше от баз снабжения и все ближе к истощению. Дезертирство, болезни и необходимость охранять длинные коммуникации сильно уменьшали ряды. К Смоленску осталось 180 тысяч боеспособных солдат. 7 сентября 1812 года, Бородино, 120 километров от Москвы. Кутузов, новый главнокомандующий, решил дать бой. 120 тысяч русских против 135 тысяч французов, 600 орудий с обеих сторон. Это была самая кровавая битва той эпохи. С 6 утра до 4 вечера шли фронтальные атаки без маневра. Редут Раевского, батарея Кампан, деревня Семеновская. Кутузов потерял 45 тысяч человек. Наполеон — 35 тысяч, включая 49 генералов. Русская армия не была разгромлена и отступила в полном порядке. Наполеон не стал ее преследовать. Он сказал: «Нет, я не буду играть при Аустерлице своей 16-й годовщины». 14 сентября 1812 года французы вошли в Москву. Город был почти пуст. 250 тысяч из 300 тысяч жителей ушли. Дворцы стояли целыми, но склады были сожжены. Ночью 15 сентября начался пожар. Русские поджигали город по приказу Ростопчина. Огонь бушевал 3 дня. К 19 сентября 2/3 Москвы лежали в руинах. Наполеон ждал капитуляции. Он писал Александру: «Ваше Величество, благородный император, Париж и Москва на столице двух великих наций. Я прошу о перемирии». Ответа не было, только тишина. Октябрь. Начинались холода, армия была в развалинах без снабжения и без зимней одежды. 18 октября было принято решение об отступлении не на юг, к Украине, где были еда и тепло, а на запад по уже разоренной и опустошенной старой дороге. Начался настоящий кошмар. К ноябрю морозы доходили до -20. Пайки закончились, начались голод, дизентерия и тиф. Постоянные нападения казаков и партизан. Переправа через Березину от 26 до 29 ноября стала трагедией. Лед, холод, 10 тысяч убитых в бою и 20 тысяч утонувших или замерзших. Остатки армии вырвались, но цена была страшной. 8 декабря 1812 года Наполеон покинул армию в Сморгоне и на санях уехал в Париж. Командование он оставил Мюрату. К декабрю от Великой армии осталось всего 30 тысяч человек из 685 тысяч. 18 декабря он прибыл в Париж и объявил: «Солдаты мои, армия моя, вот что я вернул из России». Но все уже понимали. Непобедимость умерла в русских снегах. 1813 год. Шестая коалиция объединила почти всю Европу против Франции: Пруссию, Австрию, Россию, Швецию и Британию. Наполеон собрал новую армию в 400 тысяч человек, но это были уже не те закаленные ветераны. Большинство необученные, совсем юные или уже немолодые солдаты. Они шли под знакомым маршем революции, но в их глазах уже не было того огня, что был в Италии и под Аустерлицем. Весна 1813 года принесла еще несколько побед при Люцене и Бауцене. Но это были последние вспышки былого величия. Вскоре в войну вступила Австрия. В августе было заключено короткое перемирие.
А с августа по октябрь произошла грандиозная битва под Лейпцигом от 16 до 19 октября 1813 года. Битва народов собрала около 600 тысяч человек с обеих сторон. Самое крупное сражение до Первой мировой войны. Наполеон проиграл. Потери составили 70 тысяч человек. Армия отступила за Рейн. Январь-март 1814 года. Кампания во Франции. Наполеон еще выигрывал отдельные сражения при Шампобере, Монмирале и Вашане. Он проявлял чудеса тактического мастерства, но сил уже катастрофически не хватало. Солдаты были измотаны, лошадей почти не осталось, пушек мало. 30 марта союзники подошли к Парижу. 31 марта они вошли в город. 6 апреля Наполеон отрекся от престола. Во имя народа французского и во имя мира я отрекаюсь от престола для себя и своих наследников. Для человека, который столько лет менял судьбы континента, это был почти немыслимый момент. Тот, кто держал в руках нить событий, признал, что больше не может ее удерживать. 20 апреля его отправили на Эльбу, небольшой остров в 300 квадратных километров с 12 тысячами жителей и 600 гвардейцами в свите. Но с Наполеоном история не могла закончиться так просто. 100 дней и Ватерлоо, Эльба. 9 месяцев он управлял островом как настоящий правитель, строил дороги, развивал рудники, открыл театр. Но этого было слишком мало для человека, который привык мыслить масштабами всей Европы. 26 февраля 1815 года он совершил дерзкий побег. На бриге Инконстант с 1100 человек он высадился в Гольф-Жуане 1 марта. Дорога на Париж стала настоящим триумфальным шествием. Первый полк, который встретил его в Гренабле, был 7-м. Наполеон вышел к солдатам, открыл мундир и сказал: «Если есть среди вас солдат, желающий убить своего императора, вот я». Молчание. А потом раздались крики: «Да здравствует император!» Так он дошел до Парижа. Людовик XVIII бежал. 20 марта Наполеон уже был в Тюильри. Начались знаменитые 100 дней. Но это была уже не та Франция. Слишком многое изменилось, слишком многие были готовы не уступать, а добивать. Июнь 1815 года. План был прост — бить союзников по частям. 16 июня он одержал победу при Линьи над пруссаками, но она не стала решающей. 18 июня — Ватерлоо. Веллингтон выставил 68 тысяч британцев, голландцев и немцев. У Наполеона было 72 тысячи, но солдаты были усталыми после Линьи. Утром прошел сильный дождь, почва промокла, и артиллерия не могла стрелять эффективно. Нападение на ферму Угамон в 10 часов утра не удалось. Главная атака началась в 13 часов. Пехота Нея и кавалерия Мюрата 5 раз поднимались на холм и 5 раз были отброшены. Гвардия пошла в атаку только в 19:30, слишком поздно и слишком медленно. В 20 часов подошли пруссаки под командованием Блюхера. 30 тысяч свежих войск. К 22 часам началось бегство. Потери с обеих сторон составили 47 тысяч убитых, раненых и пропавших. Наполеон отступил в Париж. 22 июня он отрекся от престола во второй раз. Попытка бежать в Америку провалилась. Британский флот блокировал все порты. 15 июля он сдался британцам на борту корабля «Беллерафон». На этот раз его отправили действительно далеко. Остров Святой Елены в Атлантическом океане находился в 1900 километрах от Африки. Место было выбрано не случайно. Слишком далекое и слишком изолированное, чтобы великая фигура снова могла появиться в центре Европы. 5,5 лет он провел в имении Длинополь, на высоте 1000 метров над уровнем моря, где постоянно дул ветер, стояла сырость и пронизывающий холод. Губернатор Хадсон Лоу получил строгий инструктаж: не дать Наполеону возможности управлять, публиковать что-либо или оказывать какое-либо влияние. Наполеон диктовал воспоминания. В итоге получилось 17 томов. Он оспаривал прошлое, объяснял свои поступки и создавал собственный миф. «Я хотел основать в Европе Федерацию свободных народов, но судьба решила иначе». Уже на склоне лет он говорил: «Я завоевал Европу не оружием, а убеждением. Мои войны были оборонительными. Я был вынужден к войнам коалициями».
5 мая 1821 года он умер в 17 часов 49 минут по местному времени. Ему было 51 год. Последние слова по разным версиям были «Франция, армия, глава армии, Жозефина» или просто «Монсеньор», «Мой отец», «Я не знаю». Наполеон ушел, но ощущение его присутствия осталось в самой ткани европейской истории. Он оставил после себя совершенно иную Европу. Его войны разрушили старые конструкции. Его кодекс повлиял на правовые системы многих стран. Его стиль власти стал образцом для будущих правителей. Его образ навсегда вошел в культуру, политику и литературу. Для одних он воплощение личной воли и гения. Для других — предупреждение о том, как амбиция одного человека может поглотить целый континент. Для третьих — одновременно и то, и другое. Он хотел быть больше своего века, и, возможно, в каком-то смысле ему это удалось. Пусть эта история медленно растворится в тишине, пусть грохот сражений останется далеко, пусть старые карты Европы снова станут просто линиями на бумаге, и пусть ночь будет спокойной, спокойной ночи.